Почему одни матери заботливо следят за своими младенцами, а другие отказываются от них и бросают на произвол судьбы? Материнство– это проявление большой любви к своему маленькому чаду, которое начинает закладываться впервые, часы зачатия плода, а не вовсе тогда, когда малыш появляется на свет. Мама– это самый главный в жизни ребенка человек, поэтому материнству и отводится такая важная роль. Обычно суррогатные родители присутствуют на родах, берут своих малышей на руки. В данной истории все совершенно по-другому. Максим с Ольгой очень долго сначала выбирали клинику для эко, затем суррогатную маму, а потом роддом. В роддом суррогатную маму положили, заранее было запланировано кесарево сечение, так как малыши, а их было двое, лежали неправильно. Суррогатная мамочка волновалась перед кесаревым, причем не за себя, а за малышек. Операция прошла успешно, на свет появились две здоровые девочки, только вот почему-то до биологических родителей не удалось дозвониться ни с утра, ни после самой операции. В роддоме Максим появился только на следующий день и сразу прошел в кабинет глав. Врача они о чем-то поговорили, и новоиспеченный отец уехал даже не спросив про детей, чем очень сильно всех удивил. Как правило, суррогатные родители присутствуют на родах, берут своих малышей на руки, одним словом, на седьмом небе от счастья. Но когда вышла заведующая и сказала переводить двойняшек в палату для отказников, все стало понятно. Оказывается, биологические родители попросту передумали забирать своих детей, мол, они поругались и подали на развод, и дети оказались не нужны ни отцу, ни матери. Строго говоря, до тех пор, пока не подписаны определенные документы, они и родителями этих девочек не считаются, поэтому им и отказ даже писать не пришлось. Зато это должна была сделать суррогатная мама. Выслушав, она молча развернулась и вышла из кабинета. Больше 2 часов женщина молча просидела в палате, а затем встала и пошла в детское отделение к своим детям. Выписали малышек, как и положено, через 5 суток после рождения. Девочек с их мамой забрал отец родителей. Не смущал тот факт, что у детей чужой генетический код, чужих детей не бывает. Каждый осознанный человек понимает, он просто не может не помогать, для него неважно, чей это ребенок, ведь по сути все человечество, одна большая семья, и каждый из нас чувствует это родство. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.